Всем привет! Вы смотрите «Взгляд с трибуны», и я прилетел во Флоренцию. У меня за спиной Артемио Франки, где сегодня местная Фиорентина сыграет с Миланом. Сезон у Фиорентины складывается так себе, Милан наоборот наверху, так что я не сомневаюсь, что игра будет жаркой, потому что Фиорентине нужно брать очки, им нужно выигрывать, им нужно спасаться от вылета. Так что я настраиваюсь на очень крутой матч, вы тоже заранее ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Ну и погнали, нас ждет Фиорентина Милан, будет интересно. Непосредственно матчей Фиорентины во Флоренции очень популярен еще один вид футбола. Это так называемый флорентийский футбол или Calcio Storico Fiorentino. Безумное зрелище, безумный вид спорта, который сочетает в себе гремучую смесь футбола, регби, каких-то смешанных единоборств. Все это происходит непосредственно на открытом воздухе на площади Санта-Кроче в самом центре Флоренции. Для этого собственно, вот эту самую площадь покрывают толстым слоем песка, что превращает зрелище в некое подобие каких-то вообще гладиаторских боев. Билеты сюда достать практически невозможно, поэтому приходится пока что довольствоваться только фотографиями и кадрами из интернета. Ну и вот просто только представьте, видите, вот эта площадь, то по-хорошему она меньше футбольного поля. И вот сюда выходят 4 команды, которые бьются за... Нет, не за много миллионов евро, не за какой-то большой трофей, за корову. За одну корову, из которой делается флорентийский стейк. То, ради чего многие прилетают сюда, во Флоренцию, это главное чудо местной кухни. И предлагаю как раз сейчас его и отведать. Ну и чтобы вы понимали, флорентийский стейк — это не просто кусок мяса, а это кусок мяса с огромной буквы. Если вы любите well done, то забудьте, Флоренция это точно не для вас. Здесь мясо должно быть прям вот таким нежным, аппетитным, сытным, красивым. Я надеюсь, у вас тоже есть сейчас что-то вкусное, потому что я очень тоже хочу, чтобы вы насладились своей едой так, как буду наслаждаться флорентийским стейком я.
одна традиция Флоренции – это такие винные окна, когда можно просто подойти к окошку и купить бокал вина, не заходя внутрь. Обязательной частью предматчевого ритуала здесь во Флоренции является визит в панинерию Скегги, чтобы съесть такой панини, в нашем случае с ветчиной и с соусом с грибами. Ну и, конечно же, выпить предматчевую пинту. Сэндвич и 2 пива обошлись нам в 14 евро. Все это находится около стадиона, так что прайс очень даже адекватный. Внутри очень приятный интерьер, висят подписанные футболки, повсюду фотографии игроков, фотки со стадиона. В общем, такое видно, что люди живут в Фиорентино здесь, и зайти сюда очень даже по кайфу. Так что настраиваемся на крутой футбол и наслаждаемся панини. По традиции визит на стадион предлагаю начать посещением клубного магазина Фиорентина. Ну вот сразу футболки. Играет Фиорентина в прекраснейшей капе. 120 евро стоит одна майка. Вот очень красивая гостевая форма. Очень классная текстура. Ну, я капу вообще очень люблю. Капа всегда это признак качества. И вот здесь детали просто потрясающие. И логотип Фиорентины просто очень классно сделан. Стена автографов. Герб фиалок и, я так понимаю, росписи всех игроков клуба. Конечно же, есть уголок Робби Ди Капо. Потрясающие вещи. Вот, поло 65. Штаны классическая такая капа Робби Ди Капо, если быть точным, 65 евро стоит. Свитшот очень приятный, очень красивый. Есть кепки, много разных вариантов по 25 евро. Вот есть прям вот такие бархатные. Есть теплые зимние. Ну, видите, ассортимент очень даже такой достойный. Есть даже шапочки для плавания. Часы настенные. О, какие классные. Уточка 15 евро. Кружки. Даже кормушки для собак есть. Есть еще мелкие аксессуары типа брелоков. Это, кстати, очень качественный такой брелок. 14 евро. Кусок кожи. И на нем как будто прям пин прикреплен. К слову, о пинах, пины здесь тоже есть. Вот они. Под стеклом лежат. В общем, магазин небольшой, но с очень даже достойным ассортиментом. Главная фанатская заворотка Фиорентины, Курва Фиезоли, сейчас на реконструкции. Фанаты перебрались на другую сторону, на Курва Ферровия. Но при этом непосредственно за реконструируемой трибуной здесь обустроена бодрейшая такая фан-зона. Можно перекусить. Конечно же, паркета делают панини. Здесь же причем висят розы дружеских клубов. Верона, Торино. Дальше еще палатки, еще еда. Тут и пиво наливают, и торгуют мерчом. Вон, видите, много шарфов Фиорентины, флаги. Сейчас посмотрим, что там есть. Собственно говоря, о Вероне, о Hellas Verona, мне вот это как раз немножко напоминает то, что я наблюдал перед матчем в этом прекрасном городе. Ну, в палатках, на самом деле, я сейчас посмотрел, мерч примерно тот же самый, что и в официальном магазине продается. Те же футболки, те же кепки, те же шарфы. Так что особо не вижу смысла здесь останавливаться. Можно просто походить, посмотреть, чем кормят, чем поет народ. Ибо все пахнет очень сытно, аппетитно, ароматно.
До матча полчаса, время идти на сектор. Ну и вот у меня за спиной стадион. А вот это все очередь на вход. До матча 20 минут. Я прошел уже все контроли, все досмотры. И я внутри. Здесь зона заворотка. Собственно, фанатье Ультрас Фиорентины. Где-то там угол болельщиков Милана. Ну, а я буду сидеть где-то вот на углу, непосредственно рядом с всей фанаткой, непосредственно рядом со всей движухой. Я надеюсь, фанаты порадуют. Ну, я не сомневаюсь, это Италия. Так что лайки ставьте тоже, не забывайте. Ну и вот такая подтрибунка на Артемио Франке. Там поле, здесь бар, есть мини-магазин Фиорентины. Есть прям такой серьезный бар за стеклом, прям как кафетерий, не иначе. И там кто-то играет на саксофоне. Вот это вообще неожиданно. Жаль, не слышно. Я не знаю, может, это випка или что-то такое. Но вот факт есть факт. Мороженое. Поговаривают, что именно Флоренция является родиной джелато. Здесь этим добром торгуют. Есть хот-доги. Ну и есть стадион Артемио Франке. Вот он перед нами. Половина стадиона на реконструкции. Это как раз та самая главная фанатская заворотка Фиорентины. Все остальное довольно-таки плотно сейчас подзабивается. Есть абсолютно пустая буферная зона между фанатами Фиорентины и Милана. И вот там угол гостевых болельщиков. Конечно, необходимо заглянуть и в бар. В баре наливают бир Моретти. Стакан 0,4 стоит 6 евро. Ну и это Италия, это не Англия. Здесь можно взять этот самый стакан и принести с собой на сектор. Проблем с этим никаких нет, все разрешено. И вот такой вид открывается с моего места. Прямо на границе с завороткой. К сожалению, стекло меня отделяет от более веселой части стадиона, но онлайн туда билеты купить было невозможно, и, к сожалению, мне пришлось идти на центр. Перед нами фанаты Ультра Фиорентины, где-то вдали какой-то абсолютно пустынный сектор Милана, ну и пол стадиона подзабитых, так очень даже прилично. Ну что, бодрейшее начало матча от фиалок, как по мне. Народ вообще не облавывается сидеть просто в проходах, на ступеньках. И никакие стюарды до этого тоже не докапываются. Стюарды сами сидят на ступеньках вот через стекло от нас. Но это стюарды заворотки. Той самой, которая пока что производит очень даже такое приятное впечатление.
человека, это официальные цифры. Нужно понимать то, что сейчас стадион находится на реконструкции. Вы видите, вся дальняя заворотка сейчас реконструируется, перестраивается. Как я уже упоминал, из-за этого ультрас Фиалок перебрались сюда, на Курва Ферравира. Ну и на данный момент на матч может прийти порядка 22-23 тысяч болельщиков. Ну и сегодня у нас, несомненно, на домашних секторах аншлаг. Выкуплено все то, что можно было выкупить. Пустующие дыры – это гостевой сектор и буферная зона между фанатами Милана и Фиорентины. Футбольный клуб Фиорентина был основан почти 100 лет назад, 29 августа 1926 года. Ну и за почти 100 лет своей истории клуб может похвастаться двумя скудетто в 56 и 69 годах. Также команда взяла Кубок Кубков в 61 году и 6 раз брала Кубок Италии. Если посмотреть всю историю, европейскую историю Фиорентины, то, конечно, там грусть и печаль. Клуб бывал в финалах абсолютно всех соревнований. Кубка европейских чемпионов, Кубка Кубков, Кубка УЕФА, Лиги конференции. И в каждом из этих финалов у них было поражение, ну вот кроме одного из Кубка Кубков, который они все-таки взяли. Ну а поражение Фиорентины в ее первом финале Лиги конференции лично для меня стало большой радостью, потому что играли они тогда с Вест Хэмом в Праге. Видео с того матча вы могли видеть у меня на канале, ссылка в описании и в углу экрана. Для меня эта ночь была незабываемой, а вот, я думаю, фанаты Фиалок тот день, ту ночь забыть были бы только рады. Ну и помимо того финала, лично для меня Фиорентина была примечательна тем, что здесь когда-то играл молодой Роберто Баджо. Я уже рассказывал в своем видео про Брешию, что лично для меня это самый любимый, самый обожаемый футболист в истории мирового футбола. Ну и также здесь играло очень много звезд, легенд мирового футбола. Габриэль Батистута, Руй Кошта и многие-многие другие. Все они прошли через Фиорентину и оставили здесь очень-очень большой след. Из нынешнего состава я могу вот навскидку сразу назвать вратаря Давида де Хе, который немало матчей провел в составе Манчестер Юнайтед. Ну и, конечно, Мозе Кин в нападении тоже такое известное имя. Говоря об атмосфере сегодняшнего матча, но еще раз отмечу то, что фаны Фиорентины очень классно поддерживают свою команду, очень слаженно поют, очень бодро заряжают. Ну, а гостевой сектор не видно, не слышно, он полупустой, и, честно, я прям разочарован в фанатах Милана. Как-то вот не такого я ожидал.
самой концовке Милан сравнял. 1-1, 90-я минута уже. Ну, это, конечно, прямо обидно. Фиорентина очень классно смотрелась и, мне кажется, вполне заслужила, вполне наиграла на победу. Перекладина на 96-й минуте. И тут же 1-1 не реализует Фиорентина. Все, финальный свисток. 1-1. Не смогла Фиорентина вырвать победу у Милана. Очень и очень достойно смотрелись фиалки. И не скажешь, что они борются за выживание. Команда классно атаковала. Было очень много хороших моментов. Ну, не повезло, к сожалению, а жаль. Фанаты Фиорентины были очень хороши. Классно поддерживали команду, визуально смотрелись очень здорово. Если честно, я покинул Артемио Франки в максимально таком позитивном настрое. Я не ожидал многого от реконструируемого стадиона, но он произвел впечатление. Мне очень понравилась атмосфера, даже несмотря на то, что это была такая открытая чаша. Здесь была достойная акустика. Фанаты Фиорентины отличнейше поддерживали команду, ну и матч выдался на загляденье. Обе команды неплохо атаковали, было много красивых моментов, и, честно, я реально кайфанул от похода на футбол. Надеюсь, вам тоже понравилось смотреть это видео, так что лайки ставить не забывайте. Ну а я пойду гулять по Флоренции. Еще одним must-try блюдом флорентийской кухни является лампредотто. Это панини-сэндвичи с четвертым желудком коровы. Вот он внутри. Булочку здесь берут, обмакивают в бульон, в котором варится этот самый четвертый желудок коровы. Ну и сам желудок нарезают, добавляют туда специи по выбору и так подают на фудкорте, название которого вы сейчас можете увидеть в титре. Это блюдо можно купить всего лишь за 5 евро. Будем пробовать. Я не знаю, каков он, этот четвертый желудок коровы, но мне кажется, он должен быть вкусным, потому что мы во Флоренции, здесь невкусно не бывает. Да, ощущается, что это субпродукт. Я взял спайси, поэтому соус довольно-таки пикантно, очень даже пикантно острый. Могу сказать, что вкусно. Не могу сказать, на что похоже. Ну, наверное, чем-то похоже на требуху. Может быть, даже на какие-то говяжий язык. Кстати, язык здесь тоже продается. Вкусно. Вот это самый главный вывод. В общем, флорентийская кухня. Да, это не стейк, это не настолько божественно, как флорентийский стейк, но тоже вкусно. И после того, как вы провели весь день, например, на стадионе, гуляя по Флоренции в январе, горячий панини с четвертым желудком коровы – это то, что надо. Ну и на этом моя поездка во Флоренцию подходит к концу.
Это был очень даже интересный уикенд. Город оказался невероятно красивым, ну и футбол однозначно не разочаровал. Вы сами видели, болельщики Фиорентины очень даже классно гнали команду вперед. Ну и команда им ответила взаимностью, показав отличный, достойный матч против лидера серии А Милана. Да, болельщики гостей разочаровали абсолютно пустым своим сектором. Но, как мне потом объяснили в комментариях у меня на телеграм-канале, дело в том, что болельщики Милана просто бойкотируют выезд во Флоренцию, потому что они недовольны схемой покупки билетов. В любом случае, я надеюсь, что вам было интересно смотреть это видео, и оно вам понравилось. Если так, то не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, подписываться на мой телеграм-канал, ссылка в описании видео. Ну и, конечно же, пишите комментарии, все это помогает развитию моего канала и продвижению контента. Ну и до встречи на стадионах Англии и мира. Впереди очень много интересного, не пропустите.